Здравствуйте всем! Почему мировая звезда, как Ким Тэ-хён, пролил слезы за кулисами, и никто на самом деле не знает истинную причину этого? И что еще более поразительно, почему именно Чон Чин-гук, известный своей закрытостью в вопросах личной жизни коллег, оказался единственным, кто прокомментировал происходящее столь туманно, но пронзительно. Есть вещи, о которых не все знают. Это заявление вызвало не только волну спекуляций среди ARMY, но и потрясло лейбл HYBE, известный своей строгой политикой контроля над публичным нарративом. Что же скрывается от общественности? И почему HYBE в конечном итоге был вынужден вмешаться и дать разъяснение? В последние недели имя Ким Тэ-хёна снова оказалось в центре внимания. Но на этот раз не из-за его сольного проекта, не из-за роскошных фотосессий или блистательных появлений на модных показах. Общественность встревожили его необычно мрачные выражения лица, зафиксированные на видео фанатами во время неофициальных мероприятий с другими участниками BTS. Особенно выделяется запись, на которой Тэ-хён молчит продолжительное время, иногда вытирает глаза с выражением лица, будто сдерживая эмоции. Ни он сам, ни HYBE не дали никаких объяснений. В итоге начали появляться слухи. Связано ли это с давлением, связанным со службой в армии? Или есть внутренние проблемы? А может, это что-то куда более глубокое и сложное, чем просто усталость? Затем неожиданное заявление сделал Чингук. Во время личной прямой трансляции он внезапно заговорил о теме, которая давно обсуждается за кулисами. Он не упомянул имен, но контекст его слов ясно намекал на Тэ-хёна. Иногда человек не может говорить, потому что не знает, с чего начать. Но я знаю, что делает его таким молчаливым и подавленным. К сожалению, пока еще не время, чтобы все об этом узнали. HYBE, до этого молчавший, наконец выступил с официальным, но очень дипломатичным заявлением. Нет никаких личных конфликтов между участниками BTS, о которых стоило бы беспокоиться. Тэ-хён в порядке и сосредоточен на выполнении своих обязанностей. Мы просим фанатов не строить излишних догадок. Однако именно уклончивый тон этого сообщения вызвал новую волну домыслов. Фраза «нет личных проблем» была воспринята как слишком расплывчатая и не опровергала возможное наличие эмоционального напряжения, которое испытывает Тэ-хён. Некоторые корейские СМИ, особенно специализирующиеся на K-pop с точки зрения психологии и индустриального контекста, начали собственное расследование. Известный портал Dispatch Корея опубликовал отчет о внутреннем давлении, которое испытывают айдолы в период перехода к военной службе. В отчете упоминается, что один из всемирно известных айдолов с успешной сольной карьерой до армии испытывает эмоциональный диссонанс между требованиями агентства и личными нуждами. Хотя имена не упоминаются, большинство уверено, что речь идет именно о Тэ-хёне, особенно учитывая совпадение по времени с видео, где он плачет, и словами Чингука. Фанаты также начали связывать эмоциональное состояние Тэ-хёна с внутренней динамикой группы. Ранее ходили слухи, что продвижение сольных проектов участников BTS было не столько их личным выбором, сколько частью стратегии HYBE по сохранению актуальности группы на время военной службы. Появились утверждения, что некоторые участники чувствовали себя вынужденными выпускать сольный контент перед армией. Возможно, Тэ-хён один из них? Тогда его психологическое давление вполне объяснимо. Фанаты начали пересматривать старые видеозаписи взаимодействия Чингука и Тэ-хёна, раньше между ними была заметна сильная близость, которая позже как будто угасла. Многие считают, что заявление Чингука было не просто актом поддержки, а своего рода кодом, указывающим на наличие конфликта или разногласий, будь то личных, профессиональных или связанных с различием ценностей и подходов в системе HYBE. Бывший сотрудник HYBE на условиях анонимности рассказал местным СМИ. Одна из главных сложностей в работе с артистами уровня BTS – это соблюдение баланса между их человеческими потребностями и ожиданиями глобального бизнеса.
Он также отметил, что некоторые участники BTS очень чувствительны к чрезмерному давлению, особенно когда стратегические решения принимаются без открытых обсуждений со всеми членами группы. По его словам, в такой структуре, как у HYBE, голос артиста часто тонет в шуме корпоративных целей. Эти слова подтверждаются и поведением самого Чингука, который все чаще предпочитает неофициальные каналы, как личные трансляции для выражения своих чувств. Иногда он выглядит беспокойным, особенно когда речь заходит о будущем BTS. Один из вирусных клипов – момент, когда он замолкает, смотрит в камеру и говорит: «Я знаю, у вас много вопросов, но иногда и мы сами не знаем, что ответить». Простая фраза, но с огромным эмоциональным и символическим весом. Сам Тэхён пока не прокомментировал происходящее напрямую. Его аккаунты в соцсетях активны, но только для продвижения или репостов от агентства. Нет личных высказываний, нет прямых эфиров, нет привычного взаимодействия с ARMY. Это молчание только укрепляет подозрение, что он испытывает давление. Некоторые фанаты даже предполагают, что это пассивная форма протеста. HYBE, известная своей системной работой с публичным образом артистов, сейчас переживает кризис. Их официальное разъяснение только усугубило ситуацию, ведь оно не дало четкого ответа. Многие аналитики считают, что это важнейшее испытание для HYBE, которое строило свой имидж на прозрачности и эмоциональной близости между артистами и фанатами. Если они не отреагируют честно на общественное беспокойство, доверие, выстраиваемое годами, может рухнуть в считанные дни. Тем временем давление на Тэхёна продолжает расти. Хотя его профессиональная активность не снижена, психологически в последних видео можно заметить тревожные признаки, мимику и язык тела, указывающие на серьезную нагрузку. Профессор Мин Джи Сон, эксперт по психологии звезд из Сеульского национального университета, заявила: когда публичная персона начинает тщательно контролировать свои эмоции на публике, это часто означает, что у нее нет безопасного пространства для их выражения в частной жизни. Это опасно, особенно в среде, где все контролируется, как в индустрии корейского шоу-бизнеса. Сейчас общественность ждет два ключевых шуга. Прямое заявление от Тэхёна. Следующие действия Чингука. Сделают ли они совместное заявление? Или предпочтут следовать официальной линии агентства? А может, выберут независимый путь ради собственного спокойствия? Одно ясно, эмоциональная динамика между этими двумя мировыми иконами показала миру, что за яркими огнями сцены и роскошью шоу-бизнеса скрывается давление, которое не под силу понять каждому. И пока HYBE не предоставит прозрачных и честных ответов, один большой вопрос будет продолжать тревожить общественность. Если Чингук говорит, что есть то, о чем все еще не знают, а HYBE молчит или уходит от ответа, то кто на самом деле скрывает правду о слезах Тэхёна? В последующем взаимодействии на Уиверс Чингук вновь привлек внимание. Он ответил на вопрос фаната о Тэхёне более откровенно, но все еще осторожно. Тэхён – сильный человек. Но даже сильные могут чувствовать себя одинокими. Вы видите только ту часть, которую он позволяет вам видеть. Многие аналитики восприняли это как еще один код, подтверждающий наличие серьезной эмоциональной ситуации, скрытой от общественности. Аналитики индустрии отмечают, что стиль общения Чингука в последнее время говорит о его тревоге по поводу методов агентства, особенно в отношении заботы о ментальном здоровье артистов. Чингук, всегда бывший очень профессиональным и соблюдающим официальные рамки, теперь все чаще использует более личные, неформальные каналы. Это вызывает предположение, что он больше не верит, что пресс-релизы или официальные брифинги могут донести все, что он считает важным. Ситуация стала еще более напряженной, когда бывший медиаконсультант HYBE в интервью Korea Herald на условиях анонимности рассказал, что во время подготовки индивидуального контента у BTS возникли серьезные разногласия с маркетинговой стратегией агентства.
По его словам, несколько участников выражали недовольство плотным графиком продвижения перед военной службой, но их возражения были проигнорированы. Он также добавил, что подобные внутренние конфликты – обычное дело в корейской шоу-индустрии, но они становятся заметными лишь тогда, когда дело касается таких имен, как BTS.